Смарт-часы с поддержкой 150 видов тренировок, 2-дюймовым экраном, у которого яркость до 600 нит, встроенным микрофоном с шумоподавлением ENC и динамиком, функцией Bluetooth-звонков, защитой от влаги по стандарту IP68, мониторингом пульса 24/7 и временем автономной работы до 7 суток на одном заряде аккумулятора. Обо всем этом я прочел в рекламе к смарт-часам под названием Black Shark Watch GT. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели сейчас, я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в черной, отлично оформленной упаковке из плотного картона. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, магнитное зарядное устройство с 2 пинами и краткое руководство пользователя. Вес смарт-часов 43 грамма, габариты 50 на 40 на 11,6 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там всегда много предложений и распродажа на Али еще идет. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там уже 17 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, где мы общаемся по поводу гаджетов 24/7 каждый день. Перейдем к смарт-часам. Полетели. Поставляется GT Neo в серой и черной расцветках, как, к слову, и модель GT, на которой у меня уже был обзор на канале. Внешне смарт-часы выглядят достаточно аккуратно, но при этом довольно стандартно. Выполнен корпус смарт-часов из матового пластика. Качество материалов неплохое, смарт-часы при носке практически не ощущаются, но я не сказал бы, что ремешок или тыльная часть корпуса смарт-часов тактильно приятные, скорее наоборот. На мужской руке, как и на женской, смотрятся GT Neo неплохо, во время сна они не мешаются, но хочу отметить, что запястье под ремешком потеет и он слегка натирает. Сам ремешок силиконовый, быстросъемный, с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Далее, на корпусе смарт-часов расположили по 2 контакта для зарядки, микрофон с шумоподавлением, динамик и датчик мониторинга здоровья, а с правого торца расположили одну механическую кнопку. В стоке она выполняет функцию включения-выключения экрана и включения-выключения самого устройства. Переназначить команды возможности нет, а хотелось бы иметь возможность быстро переходить к тренировкам или к другому какому-нибудь функционалу. Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT-дисплеем на 2,2 дюйма с разрешением 240 на 296 пикселей. В отличие от Watch GT, у которых установлен AMOLED-экран, в данной модели сэкономили на экране. Безеля нет, экран не утоплен и имеет слегка закругленные края. Подбородок есть и не маленьких размеров. По яркости экран выдает 345 люксов, что, конечно же, мало для комфортного использования смарт-часов на улице в солнечный день. Но что вы хотели от TFT-дисплея? Система работает плохо, как и сенсорный отклик, так как на экран приходится сильно давить, чтобы перемещаться по интерфейсу. Анимации в системе практически нет, скроллинг не плавный, шрифт плохой, как по мне. Автоматической регулировки яркости на борту нет, что неудивительно, учитывая стоимость, как, к слову, нет различных вспомогательных функций, которые можно встретить в более дорогих носимых устройствах. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, при поднятии запястья экран загорается, но не быстро. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость экрана, включить режим «Не беспокоить» и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо меню, справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, а вот сортировать меню нельзя. В меню есть телефон с набором номера, телефонной книгой и недавними вызовами. Погода, Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки, но только через приложение Shark Fit, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на сами смарт-часы нельзя. Далее в меню есть калькулятор, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, фонарик, несколько игр, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, поиск смартфона, секундомер и таймер. Но в фоновом режиме работает только таймер. В настройках можно настроить силу вибрации, к слову, вибромотор топорный, но разбудить сможет. Далее можно включить режим энергосбережения, режим в театре и режим не беспокоить. Летим дальше. Bluetooth здесь установлен в версии 5.2. Связь с устройством, с которым они в паре. Часы держат стабильно. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет, как и нет возможности подключить смарт-часы к Wi-Fi. Спортивных режимов на борту более 150 видов, хотя кто их использует. Но отслеживание плавания не завезли, как и автоматическое определение активности, и нет еще и GPS-навигации. Во время тренировки нельзя пользоваться плеером, да и настроек для тренировок практически нет. В меню можно найти активность, записи тренировок, в приложении на смартфоне можно включить различные напоминания, к примеру, напоминания о разминке или о необходимости попить воды. Шагомер отрабатывает с заметной погрешностью. Перейдем к мониторингу здоровья. Измерение пульса можно включить в автоматическом режиме с выбранным интервалом.
интервалом, а измерение SPO2 работает только в ручном режиме. Пульсу воздуха смарт-часы не измеряют как и SPO2, но по результатам, которые были получены вследствие измерения различных показателей, показатели часов далеки от реальности и правды. Отмечу, что GT Neo также могут мониторить сон, плюс можно воспользоваться дыхательными тренировками и приложением женского здоровья. Далее, функция Bluetooth вызова на борту. Входящий вызов можно сбросить, принять, также можно включить беззвучный режим. Уведомления приходят моментально, смайлики, как иконки уведомлений, не отображаются, за что минус. Да и отвечать на уведомления нельзя. И быстрых ответов нет. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа. В обыкновенном сценарии использования они прожили у меня не больше 6,5 суток, что, к слову, очень близко к заявленной времени автономной работы. Далее, водонепроницаемость IP68, разумеется, окунул их в воду, по итогу они не пострадали. Плавать и принимать душ с ними можно, притом спокойно, но купаться в соленой воде или ходить в баню я не советую с ними. Летим дальше. Black Shark GT Neo работает в паре с приложением Shark Fit. В приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья. Вторая вкладка предназначена для подключенного устройства, а третья вкладка — это профиль. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых там достаточно, и любую другую фотографию на заставку поставить можно, что удобно. Помимо перечисленного есть настройки часов и обновление прошивки. Мне, к слову, обновление еще не прилетало. Минусы. Учитывая стоимость, как по мне, минусов более чем достаточно. Но главный минус — это плохой сенсорный отклик, так как пользоваться смарт-часами некомфортно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмируя просто, если вы хотите приобрести себе смарт-часы Black Shark, то лучше обратите внимание на модели Watch GT или GT3. Если же вам не важно, будут это смарт-часы или смарт-браслет, и вы просто хотите купить что-то дешевое, то, разумеется, лучше приобрести Smart Band 8 от Xiaomi, либо такой же от Huawei. Black Shark — это уже больше про красоту. Супер-мега-эконом. От меня девайсу по большей части нет. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.